Уже многие люди на основе работ независимых исследователей прошлого узнали о том, что еще несколько столетий назад практически по всей планете существовала единая архитектура, свидетельствующая о том, что и цивилизация была тоже единой. А уже позже началось дробление некогда единого мира. Что послужило причиной этого дробления на национальное государство? Такие исследователи реального прошлого, как О. Павлюченко, А. Кадыкчанский и некоторые другие считают, что происходило это в результате глобальных катастроф и после катастрофного передела мира выжившими новыми элитами. И последний такой передел произошел в середине XIX века после катастрофы, засыпавшей глиной первые этажи этих зданий античного стиля по всему миру. Вот, например, что можно об этом прочесть в изданной в 2018 году книге А. Кадыкчанского «Малая энциклопедия Большой Тартарии». И если мы, рассматривая архитектуру городов середины XIX века, не можем отличить по внешнему виду, в каком городе, стране и даже на каком континенте находилось то или иное здание, то это может означать только одно: мир был глобальным. Даже при отсутствии современных средств передачи информации каким-то непостижимым образом возникли абсолютно идентичные города в Африке, Европе, Канаде, США, Парагвае, Чили, Бразилии, Австралии, Индии, Японии, Китае, Юго-Восточной Азии и в Российской империи. На первый взгляд может показаться, что это просто единый архитектурный стиль, который распространился по всему свету благодаря заимствованиям и банальному подражательству. Однако при более детальном изучении обнаруживаются совершенно необъяснимые факты. Некоторые архитектурные элементы зданий и сооружений в различных частях света не просто похожи, а совершенно идентичны. Порой они совпадают до миллиметров, словно отпечатаны на 3D-принтере или отлиты в одни и те же стандартные формы. И объяснение историков, что это некий колониальный архитектурный стиль, который распространился по всему миру вместе с колонизаторами, принесшими цивилизацию диким народам, тут явно недостаточно. Суть в том, что одно дело, когда туземцы пытаются скопировать на своем острове дворец, который увидел кто-то из соплеменников, побывав в далеких странах, населенных одними белыми людьми. И совсем другое дело, когда качество сооружений абсолютно везде находится на высочайшем уровне, а многие элементы зданий не оставляют сомнений в том, что изготовлены они по единым стандартам. Если допустить, что все колониальные города построены пришельцами из Старого Света, то тогда придется признать, что и спроектированы они в одном институте. Кроме того, для таких масштабных строек необходимы были сотни тысяч квалифицированных рабочих, прорабов и инженеров, а откуда им было взяться в Австралии, например? Англичане обучили необходимым навыкам аборигенов. Или на кораблях завезли десятки тысяч обученных специалистов высочайшего уровня. Да нет, судя по всему, уровень технологий и стандарты были едиными по всему миру. Китайские города ничем не отличались от европейских и всех прочих и выглядели в точности как Санкт-Петербург, Лондон или Вашингтон. Главенствовал в то время имперский стиль, который официально теперь именуется ампиром, видимо, для того, чтобы никто не догадался. В самом названии этого архитектурного стиля заложен ответ на вопрос, почему не существовало национальных архитектурных особенностей. Потому что империя была планетарной, и ею являлась отнюдь не Британия. Ответ на вопрос, где же находился центр метрополии, может оказаться до удивления прост, там, где находился центр географических координат. И это ожидаемо и логично. Остается только вспомнить, в какой точке находился нулевой меридиан. А ведь нулевым меридианом являлся в то время Пулковский меридиан. Вот и получается, что центром мира до середины XIX века был Санкт-Петербург. Для того, чтобы понять, где находится новый центр глобальной мировой империи, достаточно знать, где находится нулевой меридиан, а также иные символы высшей власти, такие как скипетр, держава и корона с самым чистым из крупнейших бриллиантов. Разумеется, это Лондон. Существует и множество других признаков, подтверждающих тот факт, что именно Британия меньше всех пострадала в катастрофе середины XIX столетия. А потому и осуществила во второй половине столетия с помощью сохраненной армии, флота, заводов и технологий
захват мировой власти и передел мира. Но все эти здания единой античной архитектуры, чьи первые этажи оказались засыпанными странной красной глиной, были построены еще до этого передела мира. Кстати, именно англичане не только их не строили, но и во время своих колониальных войн разрушили множество таких зданий в различных частях земли. Например, дворец Юаньминь в Китае был разрушен англо-французскими войсками в 1860 году во время Т.Н. Второй опиумной войны. Ими же был разрушен античный храм в Севастополе во время Крымской войны, а также множество зданий в ходе боевых действий на территории Индии и США. И это вполне понятно, поскольку само существование подобных зданий единой архитектуры в различных частях планеты противоречит переписанной фальсификаторами официальной версии истории. А чем меньше сохраняется подобных артефактов, тем меньше задают историкам неудобные вопросы те, кто еще не утратил самостоятельного мышления. Предлагаю немного обобщить информацию и систематизировать данные по недавнему потопу, который имел место в совсем недавнем прошлом, около 200-250 лет тому. Данный потоп полностью изменил тот мир, и после него наступил современный, известный нам мир. Ниже будет очень много букв, поэтому прошу прощения у нетерпеливых любителей комиксов. Фактов, подтверждающих данное событие и противоречащих официальным, накопилось уже очень и очень много. Но большинство из них имеют либо частный характер, либо рассматривается отдельно от остального, локально, а в результате сложно сложить всю картину происшедшего. Какие у нас есть факты? 1. Однотипная архитектура существующих зданий по всему миру, известная как античная, Европа, Россия, Китай, Индия, Северная и Южная Америка, Африка, Австралия. 2. Разрушенные здания, построенные в том же самом античном стиле, Греция, Италия, Египет, Франция, Россия, Америка, Африка, Австралия, Азия. Остатки которых есть сейчас и были в большом количестве в недавнем прошлом, их откапывали и откапывают археологи. Эти разрушения отражены в картинах руинистов, запечатлевших на своих полотнах, явно видимые ими собственными глазами, руины всевозможных величественных зданий и сооружений, городов. 3. Просевшие в культурный слой на глубину до 4 метров и даже более здания и сооружения, построенные ранее XIX века. Причем везде культурный слой состоит, как правило, из однородного материала, осадочного происхождения, песок и глина, под которым очень часто есть в наличии плодородный слой. 4. Большой разброс по временной шкале, времени однотипной архитектуры до нескольких тысяч лет, причем архитектурный стиль. В общем и деталях конструктивные элементы практически не претерпели за тысячи лет никаких изменений, как будто тысячи лет тому были. Изобретены некие стандарты, которые потом не менялись сотни и тысячи лет, ничего не изобреталось, не появлялось новых технологий, материалов, стилей и так далее. 5. Остатки каналов и гидросооружений, порой технически очень сложных, дамбы, шлюзы, акведуки, причем в объеме превосходящем технические, финансовые, людские возможности в их постройке, в местах, где по определению их наличие как минимум странное, порой просто излишнее. Климатически совершено необоснованные, например, оросительные каналы в северных районах, в районах большой удаленности от нынешних центров сосредоточения населенных пунктов, Сибирь, Архангельская область, Карелия, Кавказ, Камчата и т.д. Акведуки-водопроводы в местах, где полгода зима и очень низкие температуры, при которой акведуки будут просто разрушены. Высокая с технической точки зрения отделка этих каналов и сооружений гранитными блоками, даже в местах большого удаления от мест добычи данных гранитов. Их техническая сложность – уклоны в 1-2 градуса на десятках, а иногда и сотнях км, с учетом сложного рельефа, порой даже горных районов. 6. Остатки от растительности, торф, сапропель, чернозем, мореные деревья, на поверхности, в грунте, очень неглубокого залегания, причем в районах, где их согласно нынешнего климата быть не должно. Северная земля, Новосибирские острова, морена дубов в северных районах. В районах вечной мерзлоты
которые последние 100 лет отступают на север, в первый год начинает расти растительность, характерная для более южных районов, а на следующие годы данная растительность заменяется нынешней, характерной для современных тундр, лесотундр и т.д. северных растений. 7. Наличие большого количества карт с высокой точностью нанесения населенных пунктов, долготы и широты, растительности, леса на севере, рек, каналов, дорог, которые, согласно АИ, либо не существуют, либо были созданы или открыты гораздо позже, например, сухопутные дороги от Москвы до Питера, построенные лишь в XIX веке, каналы, соединяющие Дон и Оку в районе Г. Тула, Волго-Донский канал, построенный лишь в XX веке, в районе Волгограда и т.д. Большое количество населенных пунктов на севере, вдоль сибирских рек, в районе Камчатки, Чукотки, побережья Северного Ледовитого океана. Рельеф береговой линии Антарктиды, который только в XX веке смогли увидеть с помощью спутников, и берег которой находится под толстым слоем льда. 9. Тотальная зачистка до гранитных оснований всего северного побережья. От Швеции до Камчатки, север Ленинградской области, Карелия, Архангельская область и далее на восток. При полном отсутствии осадочных пород, известняков, песка, глины, растительного слоя, составляющего пару сантиметров, причем в низинах, в наличии болот полных торфа, водоемов с сапропелем, местами метровых накоплений растительного грунта, объясняемых поднятием северной плиты, а куда делись осадочные породы со дна моря при поднятии, те же метры известняков и песков, при этом наклона с севера на юг не наблюдается, более того, все сибирские реки за Уралом текут на север, то есть в сторону поднятия плиты. 10. Наличие большого количества соленых водоемов, подземных источников, от Архангельской области до Туркмении, от Урала и до Алтая, а также большое количество соленых почв. Сильно соленые озера на Ближнем Востоке, например, Мертвое море, которое, согласно АИ, происходит от осадков, или пресных рек, берущих начало в горах, Аральское море, Каспий, изолированных от морей и океанов, и по идее не могли стать солеными от этих источников. Наполовину соленое озеро Балхаш, находящееся в предгорье, и уж точно никак не могло с гор питаться соленой водой. 12. Наличие североморской фауны в южных морях и озерах. Североморские тюлени. Точнее, их родственники в Онежском озере, в Каспийском море, в Байкале. Виды рыб, родственные североморским видам, камбала в Черном и Каспийском морях, сельдь в Черном и Каспийском морях, омуль в Байкале и многие другие виды. Причем все они идут на нерест в реки вверх по течению, в Дон, Волгу, Днепр, Е на север, а также и вниз по течению из Байкала, в Ангару, но тоже на север. То есть в сторону, где живут их родственники, в Северном Ледовитом океане. Что говорит об однозначном пути, откуда пришли их предки, с севера. 13. Территория вечной мерзлоты, странным образом до Урала и за Уралом, по широте сильно отличается, на 1000 км, что может говорить о разных причинах, ее происхождения или ее сохранения. Более того, южная граница вечной мерзлоты все время отступает на север, за последние 100 лет. Эта граница сместилась на сотни км, от 250 до 500 километров, на север. Причем этот факт относится и к Евразии, и к Северной Америке. Отсутствие зоны вечной мерзлоты на аналогичных широтах в южном полушарии, что говорит о разных причинах ее возникновения и сохранения, не связанных с углом падения солнечных лучей на поверхность. Если нынешний климат не изменен 1000 лет, то за 300-500 лет такого движения вечная мерзлота северного полушария должна была бы дойти до северного полярного круга, как минимум. 14. Подозрительное пересыхание водоемов за последние 100 лет, реки, озера, болота и другие водоемы на суше сильно мелеют, пересыхают, количество воды постоянно уменьшается, что приводит к изменению климата. Темпы этого пересыхания, если сравнивать за последние 100 лет, за сотни лет, привели бы к полному пересыханию практически всех замкнутых водоемов, подпитываемых лишь весенними паводками или осадками. 18. Овраги. На равнинах,
В местах недостаточного количества для их образования воды, малого количества осадков, грунтовых вод, водоемов и т.д. очень много оврагов. Причем по своему строению и состоянию склонов эти овраги очень схожи с реками, которые имеются в этом же районе. Состояние их склонов, их строение ничем практически не отличаются от равнинных рек и того, что сказано о реках выше. 19. Крепости, замки, Кремли. До XVII века по всему миру имелось в наличии огромное количество крепостей, крепостей звезд, замков, монастырей с высокими крепостными стенами. Особенно у рек, водоемов, кремлей, по сути тех же крепостей, по своему строению, имеющие многократно превышающие их фортификационное назначение, согласно применяемым в тех войнах видам оружия. Большинство из них в настоящий момент либо совсем разрушены, либо, согласно АИ, в XVII-XIX веках были разрушены войной, пушечными ядрами, пережили страшные пожары, разрушившие их полностью или частично. Причем большинство из них были известны еще в XVIII веке, были нанесены на картах, описаны во многих поздних литературных произведениях. Затраты для их строительства, наличие в XVIII веке, когда уже согласно АИ не было массовых войн, удаленность от театров военных действий тех лет. Например, в Сибири, в северных городах, говорят о том, что их назначение было явно не для защиты от набегов. 24. Архитектура. Сходство в архитектуре, строительных материалах и технологиях строительства архитектуры на огромных территориях, на удалении тысяч км и на разных континентах. Чрезвычайная техническая сложность в проектировании и строительстве некоторых зданий и сооружений при полном, якобы, отсутствии чертежей. Сопромата, технической документации, техническое и эстетическое совершенство архитектуры XVII-XIX веков. В северных широтах даже до XX века оставались здания и сооружения, спроектированные не для данного климата. Все они, как правило, родом не позднее XVIII, начала XIX веков. В данных зданиях не было предусмотрено отопление. Так называемые летние храмы – огромные культовые сооружения, спроектированные без учета холодов и морозов, в районах, где даже сейчас до 8 месяцев в году холодно. Жилые здания с огромными окнами, имеющие огромные теплопотери, также без отопления, большинство из них отапливались либо печками, пристроенными в XIX веке, либо при их реконструкции вносились изменения и создавались системы отопления. Большинство зданий проектировалось и строилось с плоскими крышами, что для северных регионов крайне непрактично, так как приводило к протеканию крыш из-за таяния снега и отсутствия стоков осадков. Более того, вторая половина XIX века данную недальновидность уже исключила, здания проектируются уже с учетом северного холодного климата. С отоплением, со скатными крышами, имеющими склон для снега и дождя, с меньшими, чем веком ранее, окнами по размеру. Практически все здания, построенные ранее XIX века, имеют глубокую просадку в культурный слой, причем очень равномерную, не приведшую, как по науке, к разрушению всей конструкции здания, в результате которого первые этажи зданий оказались в земле, там же исчезли цоколи, на которых строились эти здания. Нарушился эстетический и технический замысел, появилась дополнительная возможность для проникновения влаги из земли в само здание, его стены, что приводит к нарушидроизоляции и более быстрому разрушению стен в северных широтах, имеющих большую глубину промерзания. Потеря в XIX веке технологий в строительных материалах, изменение технологий строительства, использование строительных материалов. Фундаменты и стены ранее строились из известняковых блоков, позже из кирпича. Кирпич ранее был более прочный, позже менее прочный. Использование при строительстве сортового проката, явно превосходящего по характеристикам прокат XIX-XX веков, например. Металлические конструкции основания купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Конструкция не поддалась коррозии даже спустя 300 лет и т.д. 25. Мегастройки XVIII-XIX веков. В XVIII-XIX веках
В России и в мире было построено огромное количество сооружений, каналов, дорог, железных дорог, зданий и сооружений по объемам выполненных работ, качеству и технологиям строительства. Местам их строительства, удаленности от мест производства материалов, срокам строительства, не поддающиеся логическому объяснению, не соответствующие уровню имеющегося и используемого строительного материала. Квалификации строителей, согласно АИ, строили либо крепостные, либо солдаты под руководством опытного европейского архитектора. Например, Николаевская ЖД построена в кратчайшие сроки, менее 10 лет, в местах, даже в 20 веке, сильно заболоченных, малонаселенных, в климате, имеющем до 9 месяцев в году холодов. Дождей, снега и мороза Транссиб построен в срок порядка 10 лет, в районах с минимальной плотностью населения, удаленности от мест производства рельс, шпал и т.д. При этом в этот же период построено еще десятки тысяч км железных дорог, по объему строительных работ, превосходящие аналогичные работы в 20 веке.